Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Джек Николсон занимает почетное место в списке лучших актеров и кинорежиссеров Голливуда. За профессиональную карьеру Николсон 12 раз был номинирован на премию «Оскар», 8 раз как лучший актер и 4 раза как лучший актер второго плана, став самым номинированным актером за историю существования награды. Джек Николсон является одним из 3 актеров, которым удалось получить 3 премии «Оскар». Его настоящее имя Джон Джозеф Николсон. Обстоятельства его рождения необычны. Джек всегда думал, что его воспитали мать и его старшая сестра. И лишь в зрелые годы он узнал, что это были соответственно его бабушка и мать, пошедшие на подлог ради спасения чести последней, забеременевшей вне брака. На выпускном в школе 1954 год Джек Николсон был признан клоуном класса, так что тягу к актерству у Джека обнаружили еще одноклассники. Актер никогда не появляется на людях без темных очков. Слава пришла к Джеку Николсону в 1969 году, когда он появился в фильме «Беспечный ездок», за роль в котором получил свою первую номинацию на Оскар. Официально женат Джек был лишь один раз, на актрисе Сандре Найт, с 1962 по 1968 год. Николсон – отец 5 детей, рожденных от 3 разных женщин. Очевидно, что Джек Николсон уже не такой бабник, как в молодости. Одно из его недавних высказываний: «Я принимаю Виагру только, когда провожу время более чем с одной леди». Экранизация иствикских ведьм «Three Witches of Eastwick» 1987 года оказалась одним из самых удачных фильмов о ведьмах от любителей экспериментов режиссера Джорджа Миллера, придумавшего антиутопию о безумном Максе. Иствикские ведьмы американского писателя Джона Апдейка будто по мановению волшебной палочки из социального романа превратили в зрелищную экстравагантную черную комедию, за фасадом которой скрывается остросоциальная история о месте женщины в современном обществе, женской эмансипации и силе сплетен, способной расщепить на молекулы самого дьявола. 3 одинокие подруги, черноволосая скульпторша Алекс Шер, рыжеволосая скромная учительница музыки Джейн Сьюзан Сэрндон и светловолосая многодетная мать Сьюки Мишель Пфайфер в один из вечеров за бокалом мартини фантазируют об идеальном мужчине. Казалось бы, обычные женские посиделки с алкоголем и пустой болтовней, но у подруг есть одна особенность: стоит им троим о чем-то одновременно подумать, и это происходит в реальности. То ли намеренно, то ли случайно они придумывают образ привлекательного богача на черном коне, который видел бы в каждой из них индивидуальность и выполнял их капризы. На следующий день маленький Иствик охватывает волна сплетен, связанных с покупкой дома, окутанного дурной славой. Но гораздо сильнее жителей занимает личность покупателя – Джек Николсон. Незнакомец за короткое время успевает очаровать всех, несмотря на то, что ведет себя крайне вызывающе и беспардонно. Но имя его волшебным образом испаряется из памяти людей. После своего выступления Джейн получает цветы от таинственного поклонника. На карточке только буква «Д». Сьюки, приложив усилия, вспоминает его имя – Дэрил Ван Хорн, и с его появлением сюжет начинает приобретать черты фэнтези. Постепенно маленький дьявол, как сам себя называет Ван Хорн, передает женщинам часть своей магической силы, преображая их внешне и внутренне, делая их самостоятельными и уверенными в себе. Джеку Николсону лучше всего удаются роли полубезумных персонажей. Здесь он сочетает в себе черты сексапильного сатира-искусителя, сражающего своих ним животным магнетизмом, и вульгарного стареющего чудака в несуразной одежде. Про таких, как он, говорят: седина в бороду, без ребро. «Пролетая над гнездом кукушки» 1975 года, «On Flew Over the Cuckoo's Nest» – драма кинорежиссера Милоша Формана, экранизация одноименного романа Кена Кизи. Сумасшедший дом в Америке было принято называть Кукушкиным гнездом, пролетевшим над которым обретали свободу, что и нашло отражение в названии фильма «Полет над гнездом кукушки» 1975 года. В центре сюжета – жизнь мужского отделения психиатрической клиники, в которой люди оказались по самым разным поводам и чаще всего добровольно. Процессом лечения руководит властная и жесткая медсестра Милдред Луиза Флетчер, стремящаяся подчинить всех пациентов своей воле. Среди пациентов выделяется фигура индейца по кличке Вождь, не похожий на всех прочих, давно забывших, что такая настоящая свобода. В психлечебницу попадает уголовный тип МакМёрфи, Джек Николсон, ирландец, обвиненный в изнасиловании. Он настроен очень бодро, ему даже интересно закосить под психа, чтобы отмазаться от срока. Но он еще не понимает, куда попал и кто такая на самом деле местная медсестра. МакМёрфи абсолютно свободный человек, неукрощенный, настоящий альфа-самец. Казалось бы, его торжество над этим миром, где царит медсестра Милдред Рэтчет, неизбежно. Он отказывается следовать местным порядкам, у него свои правила. Другие пациенты, давно затравленные и сломленные, смотрят на него с восхищением. Он дарит им надежду, какое-то подобие веры в себя. Мёрфи устраивает грандиозную вечеринку с проституткой, пользуясь отлучкой главной сестры. Каждый из парней получит свой маленький вечер счастья, вот только финал этого праздника непослушания более чем трагичный. Паренек, впервые в жизни решившийся на близость с женщиной, покончил с собой страха перед матерью. Медсестра застукала его с проституткой и грозится все ей рассказать. Все остальные просто подавлены, напуганы. Им напомнили, что миром правит жестокий, неумолимый порядок.
беспорядок, мертвящий, жуткий, отрицающий любое проявление свободы. Все произошедшее оказалось прекрасным поводом для медсестры Миллер свести счеты с Мерфи, отправив его на лоботомию, жуткую операцию, превращающую человека в овощ. Поздно ночью Мерфи возвращается в палату. Его никто не видит, кроме вождя. Чтобы освободить душу друга, он душит Мерфи подушкой, выбивает зарешетченное окно лечебницы мраморной тумбы и обретает свободу. Пролетая над гнездом кукушки, фильм глубоким многогранным смыслом, вызывающий множество эмоций, от недоумения, печали, ненависти до радости. После просмотра драмы приходит понимание того, что главное в жизни – это ценность личной свободы, к которой необходимо стремиться каждому. Пока не сыграл в ящик 2007 года The Bucket List. Буквально список из мусорного ведра. Название списка последних дел, вынесено в название картины, обыгрывает эвфемизм «kick the bucket» – ударить по ведру, пнуть ведро, умереть. Фильм режиссера Роба Райнера. В центре сюжета двое неизлечимых больных раком, героя Джека Николсона и Моргана Фримана, желающие перед смертью выполнить все желания составленного ими списка. Несмотря на то, что тема онкологии глубоко печальна, фильм создан в жанре трагикомедии, наполнен скорее грустной радостью, чем трагизмом. Автомеханик и эрудит Картин Чемберс, Морган Фриман, и миллиардер, владелец госпиталя Эдвард Коул, Джек Николсон, оказывается в одной больничной палате с диагнозом рак. Картер, глава многодетного семейства, окружен вниманием близких. Эдварда посещает только его помощник. Картер начинает составлять список дел, которые он хотел бы сделать до того, как умрет. Узнав о том, что ему остается жить меньше года, он выбрасывает лист. На следующий день Коул, которому врачи тоже предрекают не более 6 месяцев жизни, находит лист и предлагает осуществить эти желания. Несмотря на протесты жены, Чемберс соглашается. Вдвоем они путешествуют по миру, посещая египетские пирамиды, Тадж-Махал, Великую Китайскую стену, Гималаи. Коул рассказывает, что много лет назад он поссорился с дочерью, когда нанял людей позаботиться об избивающем ее мужа. По возвращении на родину Чемберс пытается уговорить Коула встретиться с дочерью, но тот лишь выходит из себя. Возвращение Чемберса в семью продолжается недолго. Этим же вечером после семейного ужина его увозят в больницу, где он умирает на операционном столе. После этого Эдвард все-таки мирится с дочерью. На похоронах Коул говорит, что последние месяцы жизни Картера стали лучшими месяцами его Эдварда жизни. В финале фильма помощник Коула поднимается на вершину горы Эверест, чтобы оставить там прах своего шефа. Поместив прах рядом с прахом Чемберса, он вычеркивает из списка единственный оставшийся там пункт – быть свидетелем чего-то действительно грандиозного. «Сияние» 1980 года, Трешанин. Фильм ужасов режиссера, сценариста и продюсера Стэнли Кубрика, снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Согласно опросу киноведческого британского журнала Sight and Sound, проведенному среди кинокритиков и режиссеров, «Сияние» признано одной из величайших картин в истории. В 2018 году фильм был включен в список фильмов для сохранения в библиотеке Конгресса США. В 2019 году вышел фильм «Доктор Сон», который основан на одноименном романе Стивена Кинга и является связанным продолжением фильма «Сияние» 1980 года. По данным исследования сайта play.com, самым страшным моментом в истории кинематографа была признана сцена из фильма «Сияние», когда Джек Торренс выламывает топором дверь в ванную. Сюжет знаменитого фильма Стэнли Кубрика 1980 года обманчиво прост. Джек Торренс, Джек Николсон, устраивается на работу смотрителем Оверлук отеля, расположенного высоко в горах Колорадо. Он едет туда на 5 зимних месяцев, пока отель пустует, со своей женой Венди, Шелли Дюваль и сыном Дэнни Ллойд. Джек – бывший учитель, считающий себя писателем, и эта работа представляется ему благоприятной возможностью для того, чтобы писать. Во время пребывания в отеле Джек сходит с ума и пытается убить свою семью. Ему удается убить только Дика Хеллорана, Скэтман Крозерс, повара-негра, который вернулся в отель, почувствовав опасность. Жена Джека и его сын спасаются, а сам он замерзает насмерть, преследуя сына в лабиринте отеля. Сам отель имеет богатую историю убийств. 10 лет назад предыдущий смотритель отеля убил свою жену и дочерей-двойняшек, а затем покончил с собой. Сын Джека Дэнни обладает особым даром, сиянием, которое позволяет ему видеть события прошлого и предвидеть будущее. Он помещает свое сияние в воображаемого друга Тони. Повар Хеллоран также обладает даром сияния. Главными героями «Сияния» 1980 года являются Джек Торренс, его жена Венди, их сын Дэнни, повар Хеллоран и сам Оверлук отель. Здание необыкновенного внутреннего устройства с комбинацией коридоров, похожих на лабиринт, и огромными пустыми пространствами. Фильм исследует внутренний мир человека, постепенно приходящего к сумасшествию и убийству. Режиссер Стэнли Кубрик увидел в романе Кинга «Сияние» игру мысли. Личность того же писателя Джека Торренса распадается параллельно нарастающей странности, закрытой на зиму гостиницы, за которой он присматривает. Сон разума в буквальном смысле порождает чудовищ, призраки отеля начинают охоту за живыми людьми. Эти две линии связывают фигуру Дэнни Торренса, маленького мальчика с паранормальными способностями. Ребенок чувствует странность этого места с привидениями, поэтому призрак отеля приказывает смотрителю убить собственного сына и жену. В итоге мы имеем «Сияние», психологический триллер с фантастическими спецэффектами. В финале картины мы
Видим стену отеля с фотографиями, на которых изображены наиболее значимые события из жизни отеля Overlook. На общей фотографии участников бала 1921 года среди толпы людей мы видим улыбающегося Джека Торренса. Стивену Кингу льстило внимание именитого режиссера, но он быстро разочаровался и не ожидал от выхода фильма «Сияние» ничего хорошего. Стэнли Кубрик сократил количество мистики, в которой абсолютно не верил, но которая была визитной карточкой Кинга. Призраки в фильме – это по большей части плод фантазии семьи Торренсов. Весь кошмар «Сияния» состоит ровно в том, чего так и не смог оценить Стивен Кинг в Джеке Николсоне, который был безумен всегда. «Лучше не бывает» 1997 года, «As Good as the Cats». Романтическая трагикомедия Джеймса Брукса о писателе-социопате, который влюбляется в официантку. Актеры, исполнившие главные роли в фильме «Лучше не бывает», Джек Николсон и Хелен Хант, получили кинопремию «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» соответственно. В списке 500 величайших фильмов всех времен, составленных журналом Empire, «Лучше не бывает» 1997 года занимает 140-ю позицию. Мелвин Юдл, Джек Николсон, успешный писатель-романист, проживающий в Нью-Йорке из-за обсессивно-компульсивного расстройства вкупе с мизантропией, не пользующий особой любовью соседей и всех, с кем ему приходится общаться. Мелвин каждый день обедает в одном и том же ресторане за одним и тем же столом и использует при этом одноразовую посуду, которую приносит с собой за своей патологической боязнью микробов – мизофобии. Он проявляет интерес к Эрен Коннелли, Хелен Кант, единственной официантке в ресторане, способной выносить его поведение. Однажды Мелвину приходится взять на себя заботу о собаке по кличке Вердал, своего соседа, художника-гея Саймона Бишопа, Грег Киннер, попавшего в больницу. Ухаживая за Вердалом, он незаметно для себя учится у собаки доброте и преданности, что помогает ему наладить контакт с Кэрол. Когда она решает сменить работу, чтобы быть ближе к страдающему астмой сыну, Мелвин берет на себя все ее расходы, чтобы вернуть все назад. Не поняв мотивов Мелвина, Келвин приезжает к нему посреди ночи и говорит, что ни за что не будет спать с ним. Выписавшийся из больницы Саймон в отсутствие медицинской страховки не может оплатить аренду квартиры. По совету друзей он решается на поездку в Балтимор к своим родителям, чтобы просить у них денег. Водителем он берет Мелвина, который приглашает Кэрол составить им компанию. Та с неохотой принимает его предложение, и в поездке их отношения начинают развиваться. По возвращению в Нью-Йорк Кэрол заявляет Мелвину, что больше никогда не хочет его видеть. Однако потом раскаивается в своих словах и извиняется. Отношения между Кэрол и Мелвином остаются сложными, пока наконец Саймон, который временно переехал к Мелвину, не убеждает его поехать к Кэрол домой в Бруклин и признаться в своей любви. В финале фильма «Лучше не бывает» Мелвин говорит Кэрол: «Чтобы понравиться вам, мне захотелось измениться».